Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о стрижах. Трудно не заметить этих птиц, щебет которых приятно радует слух. Да только разглядеть трудно, ведь они быстры как ветер. Еще стрижей часто многие путают с ласточками. И чтобы не было путаницы, наша задача узнать о них побольше информации, чтобы каждый, кто услышал и увидел, смог сразу различить, кто есть кто. Поехали! Стрижи представляют пернатых, которые встречаются практически на всех континентах, за исключением Антарктиды, а также таких стран, как Чили, Аргентина, Новая Зеландия, в том числе большей части территории Австралии. Стрижины или настоящие стрижи – семейство птиц из отряда стрижеобразных. Следует отметить, что стрижи являются необычными птицами, представляющими целое семейство, в которое входит больше 16 видов. Существует несколько основных разновидностей стрижей, которые являются наиболее распространенными. Это черный или башенный стриж, белобрюхий стриж, белопоясничный, бледный стриж, усатый древесный и иглохвостый стриж. Несмотря на некоторое сходство с ласточками, стрижи не имеют с ласточками никаких родственных связей, так как ласточки представляют семейство воробьиных. Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить визуальное отличие. Стрижи обладают большими крыльями, поэтому в полете они совершают меньшее количество движений. Кроме этого, у ласточек конечности, они же лапки, несколько длиннее, что позволяет им взлетать с ровной поверхности и без проблем на нее садиться. Зато у стрижей их главное достижение – это их скорость. Стрижи считаются самыми быстрыми из маленьких птиц. Они могут регулярно летать со скоростью 110 км в час. Более крупные виды стрижей еще быстрее. Скорость иглохвостого стрижа достигает 170. Если стрижей сравнивать с ласточками, то их скорость полета в 2 раза больше по сравнению с ними. Строение крыла у стрижей просто уникальное, а прекрасные полетные характеристики позволяют без отдыха находиться в небе очень долго. Кстати, стрижи не могут ни ходить, ни плавать. Их ноги не приспособлены ни к какому виду передвижения. В лучшем случае, оказавшись вдруг на земле, стриж сможет проползти несколько метров. Даже взлететь с земли он не способен, так как крылья слишком длинные, а ноги слишком короткие. Единственное исключение – черные стрижи. Они могут подпрыгнуть, чтобы взлететь. Хотя прыгать и бегать они не научились, в полете стрижи демонстрируют настоящий высший пилотаж. Такая маневренность связана с возможностью регулирования частоты взмахов крыльев, независимо одно от другого. В результате разницы частоты взмахов левого и правого крыла стрижи осуществляют мгновенные маневры, не изменяя при этом скорость полета. Еще есть такое отличие от ласточек. Оказывается, все дело в зрении. Или точнее в устройстве глаз. Ласточки могут видеть насекомых, летающих вокруг, и гоняться за ними. Стрижи же за насекомыми не гоняются. Они их почти не видят. Летают, открыв рот, и как с очком захватывают попадающихся на пути. Тут большой процент случайностей. И если насекомых много, процент этот достаточно велик, чтобы насытить и взрослых птиц, и находящихся в гнезде птенцов. А когда насекомых мало, то и процент соответственно уменьшается. Стрижи характеризуются дальнозоркостью и способны фокусировать свое зрение как моноптически одним глазом, так и биоптически, то есть 2 глазами. Взрослые птицы вырастают до 25 сантиметров, в зависимости от видовой принадлежности. При этом их вес находится в пределах до 185 граммов, что также зависит от вида. У стрижей сравнительно крупная голова, а глаза темные. Основной окрас оперения не считается привлекательным и выполнен в серо-черных оттенках, хотя встречаются стрижи с наличием пояска белого цвета. Определить по внешнему виду стриж перед вами или стрижиха не представляется возможным, так как самцы и самки не имеют внешних различий. Многие ученые делят основное подсемейство стрижей на 3 типа – саланганы, колючехвостые и типичные стрижи. Все стрижи очень шумные, крикливые птицы, демонстрирующие наиболее широкое разнообразие звуковых сигналов во время сезона размножения. При этом вокализации представители семейства часто схожи между собой. Громкие крики стрижей, летающих в стаях около гнездовых колоний, являются одной из их отличительных особенностей. Различные звуки может издавать даже оперение стрижей. А еще многие стрижи способны
эхолокации. Конечно, не обладая высокой эхолокационной остротой летучих мышей, необходимой им для ловли насекомых, стрижи используют данную способность для того, чтобы строить гнезда в темных пещерах, возвращаться в них после наступления темноты, а также питаться позже многих других видов птиц. Среда обитания стрижей самая разнообразная. Они населяют горы и равнины, открытые пространства и леса, гнездятся на скалах, в пещерах, в норах или в дуплах. Освоили ниши зданий, чердаки и дымоходы. Стрижи обитают в местах с достаточной концентрацией насекомых в воздухе и доступными местами для ночлега и размножения. Скопления насекомых, а за ними и стрижей, обычно встречаются около воды. Стрижи – это птицы, питание которых зависит от погодных условий. Для них недопустимо длительное голодание, которое приводит к снижению температуры тела. Часто можно видеть, как стрижи как бы находятся в состоянии оцепенения. Если пропитания недостаточно из-за погодных условий, стрижи впадают в спячку от 2 до 10 дней, чтобы пережить непогоду. Что удивительно, в спячку могут впадать не только взрослые птицы, но и птенцы. Птенцы могут спать целую неделю, при этом их родители время от времени покидают гнездо в поисках пропитания, если погодные условия позволяют это сделать. В августе-сентябре месяце эти птицы отправляются на зимовку в теплые края, но в любом случае многое зависит от наличия пропитания и опять-таки от погодных условий. В поисках пропитания стрижи могут покидать родные места на длительное время, но затем обязательно возвращаются обратно. Зимуют стрижи на территориях, расположенных южнее пустыни Сахара. Птицы, окольцованные в Британии, были обнаружены в бассейне реки Конго, в Малави, на территории Танзании и Зимбабве, а также в Мозамбике и на юге африканского континента. Ученые до сих пор не располагают достоверной информацией о маршрутах перелета стрижей. Птицы обычно мигрируют очень быстро. Зафиксированы перелеты черного стрижа на 1275 километров за 4 дня и белобрюхого стрижа на 1620 километров за 3 дня. Скорость, перелеты – это понятно. А что там с гнездами? Стрижи сооружают гнездо из различных подручных материалов, которые доступны для пернатых в конкретных условиях обитания. Несмотря на этот факт, стрижи не собирают листья, палочки, грязь и другие компоненты с земли, как это делают другие птицы, по понятным нам причинам. Строительные материалы состоят из тех элементов, которые стрижи могут поймать на лету. Это тонкие волокна различного происхождения. Это перья и пух. Многие виды скрепляют гнездо с помощью слюны, а саланганы строят гнездо исключительно из нее, что является деликатесом восточной кухни. Обычно у стрижей очень строгие требования к месту для строительства гнезда. У черного стрижа они включают наличие воды, недоступность для хищников, темноту, возможность беспрепятственного пролета непосредственно над гнездом, наличие каменных ниш, на которых можно строить гнездо. Стрижи выбирают для себя вторую половинку один раз и на всю жизнь. Учитывая тот факт, что эти птицы большую часть своей жизни проводят в воздухе, они могут в воздухе испариваться. Сезон размножения стрижей зависит от количества насекомых. В тропиках он обычно совпадает с сезоном дождей. В умеренных широтах, как правило, преобладает летнее размножение. Отложив яйца, которые характеризуются белым окрасом, самка садится на них и в течение 3 недель высиживает. Самец в этот период добывает пропитание не только для себя, но и для будущей мамы. Стрижи становятся половозрелыми на 2-3 год, а живут в естественной среде около 5. Несмотря на свой маленький размер, у стрижей не так много естественных врагов. Многие хищные птицы попросту не могут поймать стрижей в полете, так как те быстро летают и не опускаются близко к поверхности земли. Самый грозный большой хищник для стрижей – это чеглок, небольшой сокол, а самый грозный еще меньше, чем они. Это паразиты. Стрижи сильно подвержены паразитизму, что, скорее всего, связано с трудностями очистки в связи с анатомическими особенностями птиц. Вместе с тем, многие стрижи поддерживают гнезда в чистоте. Большое влияние на стрижиных может оказать глобальное изменение климата, но вымирание этим прекрасным птицам пока не грозит. Стрижи по праву считаются уникальными птицами, которые к тому же приносят огромную пользу, уничтожая огромное количество всевозможных
насекомых. Другими словами, они принимают участие в регулировании численности насекомых, поэтому заслуживают защиты и внимания с нашей стороны. Хотя о чем речь? Если помочь, нужно спросить о чем. А пока мы будем понимать и спрашивать, стриж уже будет в другой точке мира, так как это одна из самых быстрых птиц на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.